И мой совет вам всем, перед тем, как вы читаете Святое Имя, you read these quotes вы повторяете эти замечательные цитаты and gradually memorize. и постепенно запоминаете их все. So we got to Namabhas quotes. Мы имеем цитата о Намабхасе. So number 1, read. Номер 1. Намабхас наделена удивительной способностью призвать любую дживу обратно к Богу. Unimaginable power. Неизмеримое могущество. This is also confirmed in Chaitanya Charitamrita. Это также подтверждается в читании Чаритамрити. Or in chapter 22 it is said. В главе 22 говорится: Duraha adbhuto vidyosmin. The power of the holy name. Могущество Святого Имени. Duraha. Very, very difficult to understand. Очень трудно понять. And if we think the holy name is not so powerful, Если мы думаем, что Святое Имя не так могущественно, that's an offense. это и есть оскорбление. So many of us have doubt. Многие из нас имеют сомнения по этому поводу. The word doubt, shamshaya. Слово сомнение самшая. Doubt is the enemy. Сомнение является врагом. Doubting guru. Сомневаясь о гуру, Doubting deity. ставя под сомнение Doubting guru. ставя под сомнение гуру. Doubt in the Bhagavad Gita, the philosophy. Философию Бхагавад-гиты ставим под сомнение. Shamshaya means doubt. А самшая сомнение. And the opposite of doubt? И противоположное сомнению. Tell me. Faith. Firm faith. Твердая вера. Now you have Kamala Shraddha. Сейчас мы имеем Камала Шрадха. What is Kamala Shraddha? Что значит Камала? Soft. Мягкая. That's not good. Это не очень хорошо. Soft faith is not good. Мягкая вера не очень хорошая вещь. Kamala also means lotus flower. Камала также значит лотос, цветок лотоса. But soft faith means pliable, comes and goes. Мягкая вера это значит та, которая приходит и уходит. Or lokaki. Lokaki means mundane faith. И лаукика значит мирская вера. Like sometimes we have Hindus, Christians. They have lokaki, material faith. И индуисты и остальные последователи разных религий имеют лаукику веру, это мирская вера. Lokaki. It's not based on philosophical understanding. Она не базируется на философском понимании. But we have the Bhagavad Gita. Но мы имеем Бхагавад-гиту. Philosophy. Это очень могущественная философия. Chapter 9, text number 2. Глава 9, текст 2. Rajavidya, king of knowledge. Это царь всего знания. By direct perception, благодаря непосредственному восприятию one can understand the nature of the soul. мы можем понять природу души. But in the Bible, no philosophy. Но в Библии нет настоящей философии. It's parables. Это парадокс. The Quran also, there's no actual philosophy. И в Коране также мы не можем найти какую-то философию серьезную. No problem. Это есть проблема. Originally, when Jesus, his teachings included в изначальном учении Иисуса было включено. Jesus was an Essene. Jesus was an Essene. Он был невидим. Essenes, a very orthodox Christian group. Он был лидером такой ортодоксальной христианской группы. Essenes. Essenes. And the original teachings of Jesus included И изначальное учение Иисуса включает в себя information of the soul, информацию о душе, vegetarianism. вегетарианство. He taught not to sacrifice animals. И он учил не приносить в жертву животных. His original teachings included reincarnation. Его изначальное учение включало реинкарнацию and the law of karma. и законы кармы.
But it was changed. Но это было изменено. It was all changed. И все это было изменено. There was a Roman king Это был римский царь. called King Constantine. Его звали Константин. And he wanted to consolidate И он хотел консолидировать his empire, свою империю, which was many countries. которая включала много стран. So the best way to do this is you have like a common belief. И лучшее, что мы имеем, это такая общая вера. But his empire, so many people spoke different languages, Но в этой империи люди разговаривали на разных языках, different cultures. разные культуры. So he thought, let me consolidate with religion. И он так подумал, дай-ка я объединю их вместе на основе религии. So he organized in 356 AD. 356 AD. В 356 году нашей эры The Council of Nicaea. и состоялся консульство, такой съезд Nicaea, Council of Nicaea. Насия. And Constantine was a big meat eater. И Константин, он был сам по себе, он мясоед. So any reference to vegetarianism he excluded from the teachings of Jesus. И поэтому все ссылки на вегетарианство он исключил из учения Иисуса Христа. Because he was a big meat eater. Потому что он был большой мясоед. And then the idea of reincarnation he didn't like. И эту идею реинкарнации ему также не нравилась. So he took that out. Он тоже убрал это. And he changed the teachings of Jesus. И он изменил учение Иисуса. And over the next 200 years, the Roman Empire introduced this. И после 2 столетий Римская империя представила это в таком виде. So the original teachings of Jesus Christ were changed. Изначальное учение Иисуса Христа было изменено. And other things were introduced. И другие вещи были представлены тоже. One great Western philosopher, Один великий западный философ, Govinda Maharaj quotes him. часто Говинда Махарадж использовал его. William Blake. Его имя Уильям Блейк. He says, "You and I read the Bible. Он говорил, ты и я читаем Библию Day and night. ночь и день. You read black, I read white." Ты читаешь белое, я читаю черное, или наоборот. Ты читаешь черное, я читаю белое. So reading same book, Мы читаем одну книгу, different understanding. но различное понимание. So now in the Christian countries, animal killing. И сейчас в христианских странах очень часто убийство животных. Да? Like in America. Как в Америке, например. What they have printed on the dollar. Что они напечатали на долларе? In God we trust. В Бога мы верим. But every day 90,000 cows are killed. Но каждый день 90 тысяч коров убиваются. North America. В Северной Америке. That's more than one every second. Это больше, чем одна корова в секунду. Да. 86,400 seconds in a day. 86 400 секунд в течение дня. 86,400. But they're slaughtering 90,000 cows. No, Just no. North America. Но они убивают только в Северной Америке 90 тысяч коров в день. South Africa, 6,000 every day. А в Южной Африке 6 тысяч коров каждый день. I think also Ukraine, fair amount. И Украина там где-то тоже недалеко. Biggest cow killing countries, America. Самая большая в этом рейтинге страна это Argentina. И Аргентина. Brazil. Бразилия также. And funnily enough, India. И недалеко Индия тоже. But it's not the cow, it's the water buffalo. Но это не коровы, это буйволы. They don't kill the cow so much. Они не убивают очень много коров. But water buffalo. Но больше этот водяной буйвол. So, teachings of Jesus twisted. Итак, учение Иисуса было перекручено. There's information that Jesus even went to India. И есть даже информация, что Иисус он был в Индии. This is
The Aquarian Gospel, the Essene Gospel. Это Евангелие от Аквариума, Aquarian Gospel. Аквариум. Essene. Водолей. Это что, Евангелие от Водолея? The teachings of Nazarene. Это учение Назарета. They printed now this teachings of Nazarene, the original teachings of Jesus. То есть изначальное учение Иисуса, оно было распечатано. And included vegetarianism, И оно включало в себя вегетарианство, reincarnation, реинкарнацию, law of karma, законы кармы. the one is spirit, soul. Также говорилось о духовной душе. They negate or do not support animal sacrifice. И они исключали и не поддерживали жертвоприношения животных. Teachings of Nazarene. Учение Назарина. This book is available now. Эта книга, она доступна сейчас. But the meat industry is very big. Но мясная индустрия очень развита. In North America, it's worth $85 million. И в Северной Америке это исчисляется 85 миллионами долларов. North America's biggest country and consumer of the beef. И Северная Америка является самой большой страной, которая потребляет говядину. Like McDonald's burger. Как бургеры в Макдональдсе. 70% of all land throughout the world. 70% всех земель Agricultural land. В мире считаются агрокультурными для сельскохозяйственной деятельности земли. 70% of all agricultural land. От всех земель сельскохозяйственных угодий 70% земель is used for growing animal. Предназначены для того, чтобы растить животных. They call livestock. Это называется стадо. Or growing food to feed animal. И они выращивают пищу, чтобы кормить животных. 90% of all grain grown in North America. И 90% всего зерна, выращенного в Северной Америке, is used to feed animal. Предназначены для того, чтобы кормить животных. And then we kill the animal. И мы убиваем животных. Now you get reaction. И мы получаем реакции. It's called law of karma. Это называется законы кармы. So therefore in human society. Поэтому в человеческом обществе AIDS. СПИД. Да? South Africa, 1,000 people die every day. В Южной Африке умирает каждый день 1000 людей. Cancer. Рак. Malaria. Малярия. Biggest enemy of human being, mosquito. Самый большой враг человеческого живого существа – это комар. Small mosquito. Маленький комарик. Malika. 1,000 people die every day. 1000 человек умирает каждый день from mosquito. От укусов комаров. 120 people die every day from yellow fever. И 100 тысяч, да? 100? Yellow fever. 120. 120 человек умирает от желтой лихорадки каждый день. 275 people die every day from snake bite. 275 человек умирает от укуса змей. You have snakes in Ukraine? Вы имеете змей здесь в Украине? 150 people die every day from rabies. 150 человек умирает от бешенства. Every day, 150. Каждый день 150. Rabies. Бешенство. And what does rabies come from? Откуда это приходит? Собак. От собак. Sometimes monkey. Иногда обезьяны. And sometimes bat. Иногда Bat. летучая мышь. Летучая мышь. 99% dog. Но 99% от собак. And human beings love the dog. И люди, они очень любят собак. They let the dog kiss them on the lips. И они позволяют собакам целовать их в губы. And Prabhupada said, dog's breath is poisonous. И Прабхупада говорил, что дыхание собаки, оно ядовито. Dogs have syphilis.
Собаки имеют сифилис, sexual disease. сексуальную болезнь. And when human beings have sex with dogs, that's how syphilis comes into human species. И когда люди имели секс с собаками, это то, как пришел сифилис в человеческое общество. 2,000 people die every day suicide. 2000 людей умирает от самоубийства в день. That means mind is disturbed. Это значит, ум потревожен. Even in India, 360 suicides last year. И даже в Индии 360 суицидальных исходов в прошлом году. So this is karma. Это законы кармы. We kill animal, Мы убиваем животных, cow. коров. North America, 23 million chickens every day. А в Северной Америке 23 миллиона цыплят каждый день. 120,000 abortions every day. 120 тысяч абортов каждый день. That means 5,000 every 1 hour. Это значит 5000 каждый час. I speak for 1 hour. Я разговариваю здесь 1 час. 5,000 abortions. 5000 абортов. Now that is murder. Это убийство. The child in the womb. Shishi Jagannath Subhadra Balaram Ki Jai. So that's terrible. United Nations. Это ужасно. Организация Объединенных World Наций, Health Organization. мировая всемирная организация по For the здоровью, last 10 years, последние 10 лет abortion, legal and illegal, опубликовала цифры об абортах, легальные и нелегальные. they have said is around about 45 million. И говорится, что это примерно около 45 миллионов. That's 120,000 every day. Это 120,000. 120 тысяч каждый день. So now you kill children, И сейчас мы убиваем детей, если, cow, или коров, then you get reaction и мы получаем реакцию, and you get drought. и мы получаем засуху. You get tidal wave, Мы Цунами. получаем приливы, цунами, earthquake, землетрясения, AIDS, СПИД, cancer, рак, road accidents. дорожные инциденты. So back into human society. Это возвращается в человеческое общество. Depression. Депрессия. So many people now are depressed. Так много людей сейчас в состоянии депрессии. They have to take narcotic drug. И они должны принимать наркотики. And they call prescription drug. И они, говорится, это как предписанные, как по предписанию врача наркотики. So then people die from prescription drugs. И люди умирают от этих предписанных. Like Michael Jackson. Как Майкл Джексон, например. Keith Ledger, film actor. Актер кино. He played the Joker in Batman. Он играл шутника в Бэтмене. Michael Jackson, prescription drug. Наркотики, которые были выписаны. You get from doctor. То есть вы можете получить это у доктора. So Prabhupada has written. Прабхупада пишет. All the sinful activities Греховная деятельность are responsible for all trouble ответственна за все неприятности in human society. в человеческом обществе. Whatever problem we have, Какую проблему мы только имеем? Ukraine, Crimea, Russia, is Middle East, Украина, Ближний Восток, Крым, terrorists, Россия, террористы. It is due to sinful activity. Это благодаря греховной деятельности. Eating of meat, fish, Поедание мяса, рыбы, eggs, яиц, illicit sex, незаконный секс, gambling, азартные игры and narcotics, и intoxication. наркотики и интоксикация. And then Prabhupada writes in Bhagavatam, И Прабхупада пишет в Бхагаватам, Canto 1, Chapter 17, первая песня, 17 глава. that if a person kills an animal Если человек убивает животное,
in a quiet place, в тихом месте, he is guilty of murder и он виновен в убийстве, and is punishable by the death penalty. и он наказуем казнью, смертельной казнью. Punishable by the death penalty. То есть он будет наказан смертной казнью. And killing the animal is no different than killing innocent child. И убийство животных, оно ничем не отличается от убийства невинного ребенка. And yet so many people involved in the killing of the animal. И так много людей не вовлечены в убийство животных. So in Jesus' original teachings, И в изначальном учении Иисуса Христа vegetarianism was stressed, на вегетарианстве был сделан акцент, but it has been changed. но это было изменено. But then also Bhagavad Gita has been changed. Но также Бхагавад-гита была изменена. Prabhupada says, the Mayavadi. Прабхупада говорит о Майяваде. He explains Bhagavad Gita minus Krishna. Они объясняют Бхагавад-гиту за минусом Кришны, исключают Кришну. Vivekananda, in his book, Вивекананда в своей книге, The Life of Vivekananda, которая называется «Жизнь Вивекананды», Volume 5, 5-й том, he tells his countrymen, он сказал своим соотечественникам: eat flesh, eat fish, become strong. ешьте плоть, ешьте рыбу, и вы станете сильными. This is Vivekananda. Это был Вивекананда. And Ramakrishna, Рама Кришна from Bengal, из Бенгалии. he practiced other religions, Он практиковал другие формы религии. and when he practiced Christianity, he ate beef, И когда он практиковал христианство, он ел говядину. and when he practiced mode of ignorance religion, И когда он практиковал эти религии, которые в невежестве, it is said he even ate human flesh. он даже ел человеческую плоть. Therefore, Prabhupada called him the mad monk. И поэтому Прабхупада называл его сумасшедший монах. So, Nama Bas is endowed with imaginable number one. Итак, первое утверждение Намабхас, он наделен удивительной способностью. Number two, Второе. Уровень Намабхасы превосходит последствия изучения всех отделов вед. so the Vedas, the Rig Veda, Sama Veda, Yogi Veda, Atati Veda. То есть существует 4 эти веды. But we don't have to read that. Мы не должны читать, не обязательно их читать. The commentary on the Vedas is Vedanta Sutra. Потому что комментарий на все веды это Веданта Сутра. Now the commentary on Vedanta Sutra is Srimad Bhagavatam. И в свою очередь Веданта Сутра имеет комментарий, который есть Шримад Бхагаватам. So just read Bhagavatam. Просто читайте Бхагаватам. That's good enough. Это вполне достаточно. But chanting Nama Bas is greater than even reading Bhagavatam. Но повторение Намабхасы даже более прославлено, чем чтение Бхагаватам. So why do we have philosophy? Зачем мы имеем философию? Because we have to, with our intelligence, understand chanting is important. Потому что мы через наш интеллект, через разум мы должны понять, что повторение оно важно. But if you are like Gokishore Das Babaji, Но если мы подобны Шрилы дасу Бабаджи, he couldn't write his name, он даже не мог написать своего имени, couldn't read, он не мог читать, but through the heart understood но через сердце у него было all the conclusions of Bhagavatam. у него было понимание о всех выводах Бхагаватам. So we read Bhakti Sastra. И мы читаем Бхакти Шастру. Rig Veda, Sama Veda, Yajna Veda is not Bhakti Sastra. Эти веды, Риг, Сама, Яджур, они не есть Бхакти Шастры. Like Sama Veda deals with dancing, Например, Сама Веда, она имеет дело с танцами, music, музыкой, astrology. астрологией. Srila Bhaktisiddhanta gave up astrology. Шрила Партха Саратхи он оставил астрологию, Architecture, архитектура, Dhanurveda, Дханурведа, military
being a politician, военное искусство и политика, and fighting. и сражения. We're not so much interested in that. Мы не так заинтересованы в этих вещах. Even Ayurveda, И даже аюрведа, dealing with health, которая имеет дело со здоровьем. we leave it more to Krishna. Мы оставляем это Кришне. When Prabhupada was ill, Когда Прабхупада был болен, he didn't go to many Ayurvedic doctors. он не ходил ко многим докторам. Some came to see him, Иногда какие-то доктора приходили видеть его. but he wasn't so much concerned. Но он не был не так сильно заботился об этих вещах. So Bhakti Sastra, Итак, Бхакти Шастра, Bhagavad Gita, Бхагавад-гита, Bhagavatam, Шримад Бхагават, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, Читание Чаритамриты, Читание Бхагават. especially Hari Bhakti Vilas, Bhakti Rasamrita Sindhu. И в особенности Хари Бхакти Виласа и Бхакти Расамрита Синху. You've read Bhakti Rasamrita Sindhu? Вы читаете Бхакти Расамрита Синху? Да. Yes. But not just the first 19 chapters, Но это не только первые 19 глав, but the rest но также остальные, deals with vibhavs, которые имеют дело с Вибхавой, alambana, Аламбана, sanchari bhavs, sthayi bhav, rasabhas, first class, second class, third class rasabhas, первый, второй, третий класс Расабхаса, overlapping, нахлёстывание глав, anu rasabhas, api rasabhas, and there are different types of rasabhas. различные типы Расабхаса. Number 3, Номер 3. read. Уровень намабхасы выше, чем последствия посещения всех тирх. So sometimes devotees like to go all over India. Иногда преданные, они счастливы отправиться в паломничество вокруг Индии, Because India Punya Tirtha. потому что Индия считается пунья тиртхой. What's that mean? Что это значит? Tirtha, place, highest. Тиртха — это значит высшее место. But really, we only have to go Vrindavan, Но на самом деле мы должны отправиться во Вриндаван, Mayapur, Майяпур or Navadvip. или Навадвип, Nava is the 9 islands, которое переводится 9 островов, Puri, Jagannath Puri. или Пури. Did you read that number 3 right? So sometimes people, devotees go Himalayas, Иногда преданные отправляются в Гималайи, Rangam Setra, или Ширангам, Udupi. в Дупи. Of course, Lord Chaitanya also went South India, Так как Господь Чайтанья также посещал Южную Индию, but he wasn't tourist. но он не был туристом, He was preaching. он проповедовал. So sometimes, if we're a little bit passionate, Если мы немножко в страсти, we go all over India. мы едем вокруг Индии. But really only 3 places. Но на самом деле нужно только 3 места. Vrindavan, Navadvip, Jagannath Puri. And Prabhupada said all 3 are the same, И Прабхупада сказал, что эти 3 не отличны. and yet different. Нету различий между ними. Все же отлично. Одни. И все же отлично. И все же отлично. И все же отлично, извиняюсь, не расслышал. Number 4, Номер 4. Намабхаса приносит больше блага, чем артха, дхарма, врата и йога в совокупности. so Namabhas is better than Atta. That means having all the money in the world. Намабхас более возвышен, более даже лучше, чем артха, которая значит иметь все деньги мира. So if you possess the holy name, you possess all wealth. Если вы имеете Святое Имя, на самом деле вы имеете высшее богатство. And Dharma here means ritualistic religion, И дхарма обозначает ритуалистическая религия, demigod worship. поклонение полубогам. And Brata means austerities. Врата обозначает аскезы.
Yoga here would be Jnana Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga. И йога в этом разделе будет гьяна, карма и другие виды йоги, хатха йоги. Like when we go to the park, Как мы отправляемся в парк, например, just here, здесь недалеко. they're doing Tai Chi, Они делают тайчи, занимаются type of Hatha Yoga breathing. различные типы хатха-йоги, дыхательные упражнения. But holy name, Namabhas, is far more powerful. Но намабхас, он гораздо более могущественный. But these people that are doing Tai Chi, they're hearing the holy name. Но эти люди не делают тайчи, они слышат Святое Имя. Because the devotees are having kirtan. Потому что преданные устраивают киртан в парке. So it's their good fortune. Это большая удача для них. Number 5, read. Номер 5. Намабхас разрушает невзгоды, принесенные неблагоприятными планетами, злыми духами, демонами и привидениями. Evil planets, Неблагоприятные планеты, evil spirits, злые духи, ghosts. привидения. So if you are bothered, this is due to your karma. If you're bothered by these things, Если вами овладели эти вещи, it's your karma. это ваша карма. But Namabhas cancels your previous karma. Но намабхас, он уничтожает всю прошлую деятельность. So then, question. We're all chanting Hare Krishna. И мы все повторяем Харе Кришна, это вопрос ко And всем. yet all of us have some problem. И мы имеем какие-то проблемы, Health, здоровье, financial problem. финансовые проблемы. All of us. Все мы имеем Now, проблемы. is that your karma? Это ваша карма, это вопрос ко всем. If you're devotees, it's not your karma. Если вы преданные, это не есть карма. It's Krishna's personal arrangement. Это Кришна личное устройство. Personally, Krishna is doing it. Лично Кришна вмешивается в это все. Prachimo. To purify you. Для того, чтобы очистить вас. It's to purify you and make you more serious. Это очищение делает вас более серьезным. Sometimes Krishna gives a bad health. Потому что Кришна иногда может дать плохое здоровье. Sometimes financial problems. Иногда финансовые проблемы. Sometimes to make you detached from family. Иногда он может вас сделать отреченным от вашей семьи. Your wife runs away. И ваша жена, она сбегает от вас. The husband runs away. Или ваш муж оставляет вашу семью. The children end up in prison. Дети заканчивают в тюрьме. Or take narcotics. Принимают наркотики. So Krishna is trying to purify us. Кришна пытается очистить нас. And this is confirmed by number 6. Это подтверждается в 6-м утверждении. Read it. Читание Чаритамрита, Антия 3:186. Number 6. Чаритамрита 3:186. Мукти туча бхава намабхаса. Освобождение является всего лишь незначительным последствием даже малейшего намека на пробуждение без оскорбительного воспевания Святого Имени. So mukti, it means liberation. Мукти значит освобождение. Tucha means small. Тучка значит незначительная, маленькая. Malika, very insignificant. Очень незначительная. Phala means fruit, Пхала значит плоды. like mango, grapes. Как фрукты, например, манго или виноград. So the fruit of Namabhas И плоды намабхаса is malika mukti, это преуменьшает даже мукти. insignificant mukti. Мукти становится незначительным по сравнению с And намабхасом. this word mukti here means freedom from karma. И здесь мукти обозначает свободу от кармы. It doesn't mean param mukti. Это не обозначает парама мукти. Param mukti means spiritual world, Парама мукти значит отправление в духовный мир. Vaikuntha or Vrindavan. This word mukti here means freedom from
aparabdha karma. И здесь мукти обозначает свобода от апрарабдха кармы, Past karmic reactions. прошлые кармические реакции, Finished. они закончены. And Prabhupada would use this word tucha, tucha, tucha. И Прабхупада использует это слово тучка, Because there's famous verse by Prahlad, потому что есть известный стих Прахлады Махараджа, where he says that sex life, где он говорит, сексуальная жизнь. sex pleasure is insignificant. Он говорит, что сексуальное удовольствие, оно незначительное. Tucha, Prabhupada will go tucha, tucha. Тучка, Прабхупада говорит. Yametu madi, griha madi, sukha me tucha. Prahlad Maharaj, 7th canto. Это Прахлада Махарадж говорит в 7-й песне. Yametu madi, griha madi, sex life, tucha, insignificant. Секс-лайф, она незначительна. Сексуальная жизнь, она не является чем-то In важным. other words, the pleasure from sex life. То есть удовольствие от сексуальной жизни, оно Prahlad is saying is tucha, tucha, tucha. Insignificant. незначительно. Like the rubbing of a hand to relieve an itch. Как подобно чесотке, мы чешем руку для того, чтобы освободиться от ощущения зуда. Mosquito come up, Комар bites, кусает. so you itch. Это раздражение. То It есть doesn't go away. он не уходит так. Again you have to itch. То есть мы опять чешем, Again you have to itch. опять мы чешем. So Prahlad is saying sex life is like that. И Прабхупада говорит, что сексуальная жизнь подобна этому. So sometimes Prabhupada would say that word tucha, tucha. И Прабхупада он так часто любил говорить тучка, тучка. But he's referring to sex life. И он ссылался на сексуальную жизнь. So that word is also here in Chaitanya Charitamrita. И это слово также встречается в читании Чаритамрити. So Prabhupada is giving us this gift. И Прабхупада нам дает этот подарок. We have to try to give it to others. Мы должны попытаться дать это другим. And this is called preaching. И это называется проповедь. We are in debt. Мы в долгу. So now we have to try to pay back the debt. И мы должны попытаться заплатить наш долг. And Prabhupada has made it very clear. И Прабхупада, он делает это очень ясно. Try to help others. Пытайтесь помочь другим. So this whole ISKCON mission is about helping others. И вся миссия ИСККОН, она предназначена для того, чтобы помочь другим. So we should try to join in И мы должны присоединиться the preaching, к проповеднической миссии. either food for life, Или в программе «Пища жизни», festivals, фестивали, book distribution, распространение книг. or managing a temple is also preaching. И управление, администрация храмом, это также является проповедью. Helping with deity worship, Помочь в поклонении божеств. festivals like this Gauranga festival. Фестивали, подобно Гауранге. We should try to help Мы должны попытаться помочь according to your ability. в соответствии с нашей способностью. Some people may prefer deity worship. Кто-то предпочитает поклоняться божествам. Some may like Harinam, like in the park. Кто-то любит участвовать в харинаме в парке, например. Some may like to do more book distribution. Кто-то предпочитает распространение книг. So according to our propensity, В соответствии с нашими склонностями we try to preach. мы пытаемся проповедовать. And if we can't, Если мы не можем, then we help those who are preaching. тогда мы пытаемся помочь тем, кто активно проповедует. Maybe we're not so expert. Мы, может быть, не такие профессионалы в этом. So we assist others who are more expert. Тогда мы ассистируем тех, кто более профессионален. And this is how we pay back our debt Это так, как мы платим наш долг to Lord Chaitanya, Господу Чайтанье, Lord Nityananda, Господу Нитянанде and to Srila Prabhupada. и Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada ki Jai. jai, Nitai Gauranga ki Jai. Raghunath Subhadra Balaram ki jai. So any question? Кто-то имеет какие-то вопросы? Если в результате того, что человеку приходят какие-то страдания, да, или лишения здоровья, там, еще чего-то, человек не очищается, а еще больше деградирует.
начинает страдать и уходит все, состояние ухудшается, все хуже и хуже. Депрессия усиливается все больше и больше. И в чем вопрос? Самоочищение. В чем очищение? If suffering come to our life, but we don't take a lesson and we blame the destiny and we degrade more. Blame who? Destiny we blame because suffering is painful, so if we blame destiny we become more degraded. So what is the purification process? Sometimes people, when they have problem, Когда люди имеют проблемы иногда, they blame God. они осуждают Бога. Prabhupada gave example Прабхупада дает пример. in Germany В Германии that it was relatively religious, это была такая сомнительная религиозность, like Sanskrit scholars. как санскритские ученые санскрита. And then without asking God, Без того, чтобы спрашивать Бога, they go to war. они отправились на войну. First World War, Second World War. Первая мировая, Вторая мировая война. And so many men are killed, И так много людей было убито. right? Fathers, husbands, Отцы, мужья and sons. и сыновья. So then they blame God. И они осуждают Бога за это. So people whose faith is Kamala, remember that word Kamala Shraddha? Те люди, которые имеют слабую веру, камалу, They don't have higher intelligence. они не имеют высокого разума, интеллекта. They can't understand with intellect. Они не могут понять с помощью разума. When there is a problem, Когда есть проблема, they blame God. они осуждают Бога. But it means they don't understand the philosophy. То есть это значит, что они не понимают философию. So this is a problem. Это есть проблема. We have to preach to such people Мы должны проповедовать таким людям and try to educate them. и попытаться дать им образование. So they become atheists И они могут стать атеистами and they suffer. и страдать. Then maybe they take birth again and again and again. И они будут принимать рождение за рождением. Puna. And finally, they may come to realize И в конце концов они могут after прийти some births к осознанию после каких-то рождений, and coming in contact with devotee, придя в соприкосновение с преданными. like in the park they hear holy name, Как в парке мы слушаем Харинам or they take some prasad, или примут какой-то прасад. and they accumulate spiritual sukriti, И они аккумулируют какое-то духовное сукритие, благочестие. maybe after 4 or 5 births or 10 births, После 4, 5 или 10 рождений. they're given the opportunity again sadhusanga, И им выдастся возможность получить садхусангу. and they meet devotee И они встретят преданных. who tells them, Кто скажет им: not this body, ты не есть это тело, law of karma, законы кармы. then finally they begin to understand. И в конце концов они придут к пониманию. But those that can't understand, Но тот, кто не может понять, then they continue suffering. они продолжают страдать. But if they take prasad and hear holy name, Но если они примут прасад и слышат Святое Имя, it's like spiritual bank account. это как духовный банковский счет. They accumulate Они аккумулируют это spiritual sukriti, духовное сукритие, even though they don't know. даже если они не знают. Agyata sukriti, Как это называется, агьята сукрити, walking in park, как прогулка в парке, doing tai chi, делая тайчи, breathing, дыша, делая hearing holy name. и слушая Святое Имя в это время. The devotees sitting under a tree. Преданные сидят под деревом, Agyata sukriti, tree is hearing holy name, и агьята сукрити даже влияет на дерево, которое слышит Святое Имя. making advancement. Они делают продвижение. Every time the devotees go, И в любое время, когда преданные идут, making то advancement, есть они делают продвижение в этом. then that spirit soul in the tree И духовная душа в этом дереве will take birth as human being примет рождение как человеческое живое существо. and meet devotee. И встретит преданных.
And the devotee will give him book И преданные дадут ему книгу or prasad. или прасад. If he refuses, Если он откажется, then he has to wait another 1 lifetime, 2 lifetimes, 3 lifetimes, и 4 lifetimes. тогда он должен ждать до следующего рождения, до 3-го, 4-го, 5-го и так далее. I see that sometimes people they refuse the prasad, Я вижу, как иногда люди отказываются от прасада, but they can't stop the holy name entering their ear. но они не могут остановить процесс входа Святого Имени в их уши. So, Gyata Sukriti. Агьята Сукрити обретается. So this is why we preach. Поэтому мы проповедуем, Give out prasad, даем прасад, holy name, Святое Имя. and people gradually get Sukriti. И люди постепенно обретают Сукрити. Then when it comes a certain amount, И когда она достигнет определенного количества, Super Soul gives Kripa, mercy, сверхдуша дает крипу, милость, and you get Sadhu Sangha. и вы получаете саду сангу. But there's 2 types of Sadhu Sangha, you see. Есть 2 типа саду сангу. There's Sadhu Sangha and you don't know he or she is Sadhu. Например, одна из видов саду санги, когда он не знает, что он или она является саду. So it's unconscious. Это неосознанно. And then this Sadhu Sangha, Но это саду санги, where которая у you нас. know what you're doing. Только когда вы знаете, что вы делаете. You know now why you're coming here. Вы знаете, что вы, зачем вы сюда пришли. You're not coming here by mistake. То есть вы не пришли по ошибке сюда. You're only coming here to make spiritual Вы advance. пришли сюда, чтобы сделать духовное So продвижение. it's a different type of Sadhu Sangha. Это различные виды саду санги. So that, it goes Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Nartana Vritti, Anishta, Ruchi, Shakti. It actually starts with Sadhu Sangha, То есть сначала идет по-настоящему саду санги, but you don't know. но вы не знаете. You come in contact with Tulsi, Вы приходите соприкасаться с Туласи, с прасадом, holy name. с этим именем. Then Shraddha, И потом шрадха. and then when Shraddha becomes more, then again Sadhu Sangha. И когда шрадха более вырастает, потом снова саду санга. But this time you know why you're associated. Но сейчас вы уже знаете, почему вы общаетесь. And then in Sadhu Sangha, Vaishnavas tell you follow principles, И вайшнавы говорят вам, следуйте принципам, chant Hare Krishna, повторяйте Святое Имя, follow Ekadashi, следуйте Икадыши. and then you start Bhajan Kriya. И вы начинаете свою баджана криву. Bhajan means your effort to remember Krishna. И баджан это попытка помнить Кришну. Kriya activity. Креативити. So Bhajana Kriya, it is said, starts with initiation. И баджана крита начинается с инициации. And then you start cleaning all the anarthas out of your heart. И следующий этап это очищение анарх из вашего сердца. Lust, anger, greed, Вожделение, зависть, жадность. envy, Зависть, жадность, pride, гордость. and then gradually become steady. И вы становитесь стабильным. That's Nishtha. Это ништха. Each stage can take 1 or 2 months, Каждая стадия, ступень может взять 1-2 месяца. or even years. Или даже года. Sometimes devotees have been associating and they just don't get initiated. И иногда преданные не общаются, но они не получают инициацию. Each stage, it can take different period of time. И каждая стадия, она может занимать какой-то различный период времени. But especially stage of anarthana vritti, В особенности стадия анарха-неврити. it takes time to clean the heart. Оно как бы берет наибольшее время, чтобы очистить сердце. And then Nishtha, you're steady. И нишки вы стабильны. And then Ruchi is very, very high, И ручи это очень высокий уровень, where you have actually real taste. где вы имеете настоящий вкус. And then Ruchi and Ashakti are the same. И ручи асакти является одним и тем же But принципом. Ruchi is beginning attachment. И ручи является началом привязанности. Ashakti is deep attachment. И асакти это уже более глубокая привязанность. And then Bhav. И затем бхава. So that's Sudasattva. И это шуда саттва. Comes from above. Приходит сверху. It's given by Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Tulsi Devi, Vrinda Devi, Lord Chaitanya Nityananda. Это дается Прабхупадой, Туласи Деви, Господом читания Нитянанды. Prasadaja Bhav and Sadhani Vina Vesaja Bhav. Jaivadharma. Это из Джайва Дharma. Prasaja Bhav, only mercy.
Этот первый тип, он приходит по милости. Very rare. Очень редок. Like the animals in Jarakanda forest. Как животные в лесу Джариканда. Or sadhani vina vesaja bhav, coming from practicing sadhana. И второй тип, он приходит из практики садхана бхакти. So we're doing the second one. Мы делаем второй. But that's also dependent on mercy. Но это также зависит от милости. But not like the animals in Jarakanda Но не forest. так, как животные в лесу Джариканда. I ask you the question. Я вас спрошу сейчас вопрос. The tigers and elephants in Jarakanda forest. Тигры и слоны в лесу Джариканда. Tigers. Тигры. Were they taking prasad? Принимали ли они прасад? Were they vegetarian? Были ли они вегетарианцами? Were they attending Mangalati? Присутствовали ли они на Мангаларате? Did they listen to temple president? Слушали ли они своего президента храма? GBC. GBC? Did they take Diksha initiation? Принимали ли они дикшу? In this life, no. Huh? In this life, maybe in previous. Good point. Хороший момент. Good point. Может быть, не в этой жизни, может, в предыдущей. Could be from past life. Может, крипа из прошлой But жизни. there's no information about that in the CC. Но нет информации в читании Чаритамрити. But it could be. Но может быть. Yeah. Anything else? Что-то еще? Кто-то желает спросить? Иногда приходишь к астрологу, он смотрит твою карту, говорит, вот какой-то период жизни у вас будет то-то, то-то, и когда он приходит, все так и происходит. И ты расстраиваешься и думаешь, ну вот, все по карме. И как тут увидеть руку Кришны, что это как бы уже не твоя вроде как карма. Ты расстраиваешься, и насколько ли, до какой степени нужно преданному знать астрологию, если в принципе это уже Кришна карма. Sometimes we go into astrologer and he gives to us astrological chart and we see that everything going on according to the chart and then we disappointed because that's our karma. There is no Krishna intervention. So to what degree we have to trust to this astrology? Well, it's interesting when Lord Chaitanya appeared. Это интересно, когда Господь Чайтанья явился. Jagannath Mishra had astrologist. Джаганнат Миша, он имел астролога. And when Krishna appeared, И когда Кришна явился, Gargamuni, Гаргамуни, astrologist. тоже астролог. So astrology is a science, А астрология есть наука. and it's part of the Vedas. Это часть вед. But Srila Bhaktisiddhanta gave up astrology. Но Шрила Бхактисиддханта оставил астрологию. So the problem is, if you become too much dependent on astrology, Проблема в том, что если вы сильно зависите от астрологии, that becomes more important to you than Krishna's mercy. и это становится более важным, чем милость Кришны. See? Astrology becomes more important than Krishna's mercy. То есть вот эта проблема в этом, что астрология становится более важной для вас. And secondly, to find proper astrologists. И второе, найти правильного астролога. Even in India, it's a problem. Даже в Индии это проблема, Because so many cheaters. так как много обманщиков. Proper astrologist has to come in disciple succession Правильный астролог должен прийти из ученической from преемственности Brihaspati. и от Бригаспати. But so many people cheat. Но много людей они обманывают. And sometimes they get one thing right and one thing wrong. И иногда они говорят одну вещь правильно, другую неправильно. So this is a problem. Это и есть проблема. So as devotees, we don't emphasize or put so much focus on astrology. И как преданные мы не акцентируемся на астрологии. Did Prabhupada talk much about astrology? Разве Прабхупада говорил что-то об астрологии? В случае, когда необходимо жениться, или в случае, по-моему, начать перед замужем, потому что такое. In a case where we need to get married or beget children. If you want to. Если вы хотите. But when Prabhupada organized early marriages, Но когда Прабхупада организовал в ранние годы женитьбы, he didn't do astrology. он не обращался к астрологии. In early 1960s, Jadharani needed to get married. В 60-е годы Джадурани, она когда хотела выйти замуж в Бостоне, So he just told Satsvarup Maharaj, Satsvarup Prabhu, marry her. он просто сказал Сатсварупу Прабху, пожалуйста, женись на ней. One time my godbrother
Однажды мой духовный брат Purijan Prabhu, Буриджан Прабху, very intelligent, очень разумный, genius. гений. He was chairman of GBC, Он был председателем GBC одно but then время, he resigned. потом он удалился от дела. Very intelligent. Очень разумный. So he's in Hong Kong. Он был в Гонконге, Prabhupada phones. и Прабхупада позвонил. I'm sending you someone to help preach in Hong Kong. Я посылаю тебе кое-кого, чтобы он тебе помог проповеди в Гонконге. It's a lady. Это женщина, She's from Australia. она из Австралии, She's an actress. она актриса. She was with Mick Jagger in one film, Она была с Миком Джаггером в одном фильме, Rolling Stones. с Роллинг Стоунс. I want she can preach. И она может проповедовать. And by the way, you marry her. Но между делом ты можешь жениться на ней. So Burijan, he goes airport. И Буриджан отправился в аэропорт. The first day that he saw her, he married her. И первый день, когда он ее увидел, он сразу женился на ней. Because Prabhupada told him. Потому что Прабхупада сказал ему, No astrology. это не астролог. They're still together. И они все еще по-прежнему вместе. She had some cancer, Jagat training. Она получила рак Джагатарини. Nice devotee. Очень хорошая преданная. And Burijan Prabhu is still looking after her. И Буриджан Прабху продолжает присматриваться за They ней. do a Govardhan retreat, Он делает ретриты на Гавардхане. which I recommend you go to Я рекомендую всем вам отправиться на эти ретриты. after the month of Kartik. После Картики, Kartik finishes a few days later. после окончания Картики несколько дней. Burijan Sachinandan Swami Буриджана Шачинанда с вами. and Jagat training using Madhavananda. Мадхавананда. He's coming next week. Он тоже приезжает в следующем They неделе. do Varshana retreat. Они делают ретриты на Варшане. 5 days live in Varshana. 5 дней живут на Варшане. It's Varshana Hill. На холме Варшаны. Beautiful guest house. Прекрасный гостиничный комплекс. And then when that's finished, they do bottom of Govardhan Hill. И следующий ретрит у подножия Гавардхана. Jatipur. Джатипури. Another 5-day retreat. Другой ретрит в течение 5 дней. So Prabhupada didn't use astrology so much. Прабхупада он не использовал очень сильно астрологию. But if you are going to get married, Но если вы собираетесь выйти замуж или жениться, there's no harm in if you want it, but you have to find good astrologers. нет ущерба, вы должны найти хорошего астролога. Not backdoor. Не астролога там Backdoor Dnepro astrologers. с задней двери откуда-то из Днепропетровска. Anything else? Известно, что животные находятся в тамагуне, вот, но они получили милость Господа, и они прогрессировали. Но можем ли мы рассчитывать на такую милость? Если мы находимся в тамасе, допустим, нам поможет ли нам большое количество воспевания кругов, если мы хотим очиститься? Или нам надо сначала тамагуну как-то свою распределить, и больше внести саттва-гуны, и потом сделать упор больше на воспевание? Animals, they are being situated in tamagun, in ignorance. And if we situated in ignorance, and should we uplift ourselves to the higher modes, or what would be the Just chant it more rounds of holy name. should we chant more rounds of holy name? Should we, What? еще раз вопрос. То есть нам надо больше вносить саттва-гуну в жизнь, или больше нам надо воспевать святых имен? То есть вот в чем дело. Может ли нам то-то или это? Should we increase sattva gun or should we increase our chanting? Three modes. Три гуны. Raja, Sattva. Sattva gun is like a springboard. Саттва гуна является такой A springboard трамплин, that can transport us который транспортирует нас to transcendental в трансцендентный уровень or pure goodness. или в чистую благость. But you can
attain higher pure goodness, transcendent, Но вы можете достичь трансцендентной чистой благости. even if you're on Rajaguna, Даже если вы в Раджагуне, even in your Tamaguna. и даже если вы в Тамагуне. Like when Prabhupada preached in America, Как Прабхупада проповедовал в Америке, he was preaching a lot to hippies. и он проповедовал много хиппи. Tamaguna, Это типичная Тамагуна. taking narcotics, Принимая наркотики, drinking. выпивая. And we go into Ukraine Park, И мы отправляемся в украинский парк. and they're doing the Tai Chi. И они делают тайчи. So more mode of goodness, Это больше гуна благости. but not interested. Но не заинтересованы они ни в каком духовном развитии. So from any mode, То есть с любой гуны you can come to spiritual life. можете прийти в духовную жизнь. The mode of goodness is like springboard. Но гуна благости является как трамплин. The problem with mode of goodness Но проблема с гуной is благости is material happiness, – это материальное счастье. and you become attached to that. И вы становитесь привязаны к этому. Like many pious Indians, Как много благочестивых индусов, like Gujaratis, как и представители Гуджарата, vegetarian, вегетарианцы, but not devotee, но не преданные. more demigod worship. Они любят поклоняться полубогам. So this is the problem, mode of goodness. Это проблема гуны благости. That may condition you to material happiness. Она также обуславливает нас к материальному счастью. It's not real happiness. Это не есть настоящее счастье. That mode of goodness is absence of a lot of suffering. Просто гуна благости является отсутствие множества страданий. But sometimes it's good we suffer. Sometimes it is good that we suffer. Иногда это очень хорошо страдать, иметь страдания. So we come to our senses И мы как бы приходим в чувство, and call out to Krishna. и мы взываем к Кришне. Therefore, Bhaktivinoda Thakur И поэтому Бхактивинода Тхакур in Jaiva Dharma Джайва Дharma. has said that suffering is auspicious И он говорит, что страдание это благоприятно. because it brings you to your senses Это приводит нас в чувство. and you begin to realize И мы начинаем осознавать, this material world is Vikaliyana Shashvata. что этот материальный мир это Духалайма Шашвата. So thank you very much. Спасибо большое. Tonight I will not lead kirtan because I'm feeling ill. Я сегодня не буду вести киртан, так как я чувствую себя больным немножко. But in your association I have the energy. Но в вашем общении я получил энергию. I have the Shakti. Я получил шакти. So please give me your Shakti. Пожалуйста, дайте мне вашу шакти. Too much. Чрезмерно, очень много шакти. We must end with short kirtan. Мы должны немножко сделать короткий киртан. Begin, you end with kirtan. Начало и конец And I'm киртана. so weak I can't even begin with kirtan. Но я так слаб, что я не могу даже начать с киртана. Let's